На дороге сидел одинокий бездомный щенок с зеленой книгой на шее. Содержимое этой книги повергло людей в шок. Никто и подумать не мог, какая книга могла висеть на шее одинокого щенка. Проезжая по дороге в Испании, женщина увидела у обочины маленького щенка. На первый взгляд обычная картина, ведь сколько на улице бездомных питомцев. Однако это был необычный песик. На его шее виднелась зеленая книга, сообщает портал Бигодино. Женщина решила остановиться и посмотреть, что за книга была на шее у щенка. Подойдя поближе, она поняла, что щенок не родился на улице, он был очень ухоженным. Кроме того, та самая книга оказалась медицинской книжкой. Когда женщина заглянула в книгу, то была шокирована. Из информации в книге стало ясно, что щенка зовут Мело. Ему всего несколько месяцев, и совсем недавно ему сделали прививки. Также в книге была информация о хозяевах. Спасительница щенка никак не могла понять, почему так обошлись с бедным животным, зачем нужно было делать ему прививки, а после бросать на улице на произвол судьбы, да еще таким жестоким способом, привязав к шее книгу. Неизвестно, сколько малыш еще просидел бы так без пропитания у дороги, по которой мчатся автомобили. Казалось, что он сидел на одном месте, ожидая, что за ним вернутся. Женщина забрала щенка и отвезла в приют для животных. Волонтеры были поражены не меньше женщины, узнав, что питомца так цинично бросили. После они сделали фото песика, а затем разместили его в интернете, чтобы найти ему новую семью. Однако откликнулись вовсе не те, кого ожидали. С приютом связалась первая владелица щенка – Дженни. Дженни заявила, что Мело является щенком ее двухлетней собаки Немирии. Девушка привила щенка, поэтому ее имя вписали в медицинскую книгу питомца, а после она передала его одной семье, которая решила завести собаку. Семья, которой Дженни отдавала Мело, показалась ей очень добропорядочной, однако на днях она увидела фото щенка на просторах интернета и была поражена. Она не могла поверить, что так обошлись с песиком. Сама Дженни никогда бы так не поступила, но из-за незнания всех подробностей пользователи интернета десятками стали присылать гневные и оскорбительные сообщения девушке в ее соцсети. Дженни быстро забрала Мело из приюта и больше никому не доверилась отдавать его. Сейчас у Мело все хорошо, и он живет вместе с Дженни. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями.